Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и это наш новый модпак к патчу 0.9.10. Обычно вот в начале видео я вам рассказывал, какие у нас классные прицелы, дамаг панели, панели урона, там разные другие моды и все такое прочее. Но не в этот раз. Почему? Ну, по-моему, это бессмысленно, потому что если вы открыли это видео и зашли на мой канал, вы и так знаете, что мод у нас самый лучший и нужно просто брать и качать. Поэтому перейдем сразу к сути дела. А суть у нас такая, что самый главный вопрос патча 0.9.9 был такой: Джофф, где вот Твикер Плюс? Где твоя волшебная программа, с помощью которой я мог сжимать, пережимать текстуры, отключать различные спецэффекты и повышать свой FPS в бою? Где эта программа, с помощью которой я на своем стареньком ноутбуке мог вполне себе комфортно играть в World of Tanks? И хотя, ребята, я в своем видео к модпаку 0.9.9 подробно все объяснил, я рассказал, что разработчики поменяли внутренности игры, и поэтому вот Твикер сломался, причем не сломался так, как он это обычно делал, да, там на пару дней, бац, мы его починили, а сломался очень серьезно, и поэтому его пришлось чинить, мягко говоря, чуть-чуть дольше. И хотя все это я объяснил, но все равно находились ребята, которые, наверное, не смотрят видео, а просто качают модпак, а потом пишут плохие комментарии. Причем они писали мне их куда угодно, и на ютубе, и вконтакте в группу, и на личную страницу, и даже до инстаграма добирались. Представляете себе? Кстати, если кто еще не знал, то подписывайтесь на мой инстаграм, я там выкладываю очень интересные фотографии, как мы с Анной Костенко отдыхаем вдвоем на Мальдивах. Так вот, дорогие зрители, комментарии сыпались, и я как мог на них отвечал. И сейчас, ребятки, повторяю вам еще раз, это была очень большая проблема. Разработчики очень многое поменяли, поэтому программа не работала. Целый месяц мы ее чинили. Ну, что значит мы? Это значит, что наш гениальный программист из Санкт-Петербурга чинил. Он практически как афроамериканец на плантациях, работал от рассвета до заката. И хочу вам сказать, что буквально за пару дней до релиза патча он починил наш вот Твикер Плюс. И наша, не побоюсь этого слова, гениальная программа вновь доступна для скачивания и использования. То есть вы теперь снова можете отключать различные спецэффекты, там отключить дым после выстрела, отключить дым из выхлопных труб, отключить там разные дымы от гусениц, отключить там это, отключить то. В общем, вы можете вырубить все ненужные спецэффекты, чтобы FPS на вашем стареньком ноуте был, ну, как можно более высоким. Плюс не забывайте о том, что наша программа умеет пережимать текстуры. Это значит, что ваша игра немножечко превратится в Quake 2000 года, но при этом и FPS возрастет. Опять же, никто не дает никаких гарантий. Я не гарантирую, что у вас будет 100 FPS, но я гарантирую, что в чем-то ваше положение улучшится. Но в любом случае, если компьютер у вас слабенький, обязательно ставьте и пользуйтесь. Так что, ребята, возвращение вот Твикера Плюс — это наша главная победа в патче 0.9.10. Мы его починили и надеюсь, что больше он нас так надолго никогда не покинет. Перейдем немножечко в ангар. Вот тут красивая имбоватая 110-ка, которую разработчики перевели в HD качество в этом патче и которая теперь... Ну, вы, собственно говоря, сами, наверное, все видели, и я просто не знаю, что сказать, это просто шедевральный танк. Но кликнем вот сюда, и мы тут увидим настройщик наш модов, наш любимый настройщик, который мы продолжаем апать. То есть вот разработчики апают танки, а мы апаем наш настройщик. Итак, что же мы в него добавили? Во-первых, мы добавили прямо в настройщик и убрали из инсталлера настройку автоматических сообщений в боевом чате. Если раньше вам нужно было переустанавливать наш модпак, чтобы что-то убрать или добавить в плане автоматических сообщений, то теперь этого делать не надо. У нас тут есть «Я обнаружен», есть «Арта кинула по мне», если вам нужно такое сообщать своим союзникам. Также есть дополнительные сообщения, типа «Нужна помощь», если «Арта кинула по мне». Ну и, конечно, «Внимание на квадрат», если «Я обнаружен» или «Арта кинула по мне». Ну, в общем, вот в таком вот духе. Тут есть удобные, как видите, пояснения. Допустим, помимо основного сообщения выводит одно из дополнительных сообщений в чат. Или вот, например, «Арта кинула по мне». Транслирует сообщение «Арта кинула по мне» в боевой чат при получении вашим танком урона от САУ противника. То есть, если вас чем-то кинули, ставьте вот этот маленький модик, и сразу ваши союзники поймут, что от вас нужно отъехать как можно дальше, ибо попахивает. Далее, ребятки, мы добавили раздел «Углы горизонтальной наводки». То есть, УГНы у нас теперь тоже переместились из инсталлера в наш настройщик модов, и вы можете УГНы менять прямо в игре, не выходя из нее и не переустанавливая модпак. Причем, посмотрите, вот в этом небольшом... пусечке, вот в этой голубенькой пусечке, да, вот видите, маленькую кругленькую голубенькую пусечку, вы извините мне мой французский, но я не знаю, как это назвать. Короче, при наведении на эту пусечку появляется из ниоткуда, из черной дыры, такое вот окошко.
На нем написано «Вид граничных маркеров». Вид маркеров, располагающихся слева и справа от прицела и обозначающих крайние положения углов горизонтальной наводки. И вы теперь с помощью вот этого специального окошечка вы можете увидеть, какое именно вы хотите себе поставить. Или уголок, или квадратные скобочки, или большой полукруг, или маленький полукруг, или октагон. А еще, ребятки, в нашем разделе УГНов появилась новая фишка под названием «Вид центрального маркера», который располагается по центру сектора горизонтальной наводки. Если сами по себе УГНы, они просто обозначают крайние положения углов горизонтальной наводки, то этот маркер, он показывает центральное расположение вашего орудия, то есть насколько близко ваше орудие располагается по самому центру. Не знаю, насколько важна эта информация, но во всех УГНах данная функция, она была, но она просто раньше была отключена. Сейчас наши программисты решили включить ее и дать возможность любителям по ТСАУ включить себе какой-нибудь треугольничек, точечку или полосочку по центру. Возможно, для любителей ПТ-шной игры из кустов это будет достаточно важно и интересно, чтобы действительно иметь данную фишечку в бою. Я лично, ребята, конечно, сомневаюсь в полезности какого-нибудь треугольника по центру, потому что, в принципе, я и сам по себе вижу, когда орудие у меня расположено по центру, да и это, в принципе, не особо важно. Вот когда ты его поворачиваешь вправо и влево, вот там уже совершенно другой компот. Там, конечно, хочется видеть, насколько еще более вправо ты можешь повернуть орудие, пока у тебя не закончатся углы горизонтальной наводки. А что касается расположения по центру, то тут, в принципе, и так все видно невооруженным глазом. Но не будем делать быстрых и скороспостижных выводов, в принципе, сами решайте, нужно оно вам или нет. Ну и, конечно, дорогие зрители, не забываем про наш мод, созданный при поддержке энергетического напитка Tornado Energy. Это мод «Прогресс выполнения ЛБЗ в бою». В прошлом модпаке мы его ввели, а в этом доработали. Как вы спросите? Да очень просто, ребятки. Мы сделали так, что теперь его можно переносить по экрану с помощью, да-да, мышки. В прошлом патче для того, чтобы этот мод передвигать по экрану, нужно было зажать Ctrl и стрелочками на клавиатуре куда-то его двигать. Это было не очень удобно. Теперь вы зажимаете Ctrl и просто мышкой водите по экрану, зажав, конечно, ее на этом модике, и передвигаете его туда, куда вам, собственно говоря, хочется. Вот такие вот пироги. Про сам мод я, в принципе, вам уже рассказывал. Очень полезный, показывает вам ваш прогресс выполнения ЛБЗ в бою, сколько вы убили танков противника или конкретных танков, если ЛБЗ там конкретно на СТ или ПТ. Показывает, сколько процентов вы базы захватили или сбили захвата. В общем, любые точные сведения, которые вам выдает задача, он все этот мод подсчитывает и выдает вам готовую картинку. И вам больше не нужно гадать, а нанес ли я нужное количество урона, а убил ли я каких-то там 2 ПТСАУ, которые мне надо убить, или вдруг я забыл их убить. Все это вам будет подсказывать мод, так что обязательно его ставьте. А на этом, дорогие зрители, у меня, в принципе, все. У нас в модпаке было еще куча мелких изменений, мы там добавили кое-какие мелкие поправки, что-то оптимизировали, что-то заменили, но это все мелочи и, в принципе, никому, наверное, кроме программистов, не интересно. А о важных изменениях я вам уже рассказал. Качайте наш офигенный вот Vicker Plus, повышайте себе FPS, и пусть, как говорится в одном известном фильме, удача всегда улыбается вам. По крайней мере, в рандомных боях. Тем более, что немалая часть электората нашей игры сейчас пойдет в школу, и наконец-то мы сможем нормально нагибать и не сливать свою статку, как это было летом. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем модпаке, в котором также у нас для вас будет немало интересных сюрпризов и новинок. С вами был Папа Джов. Чао, какао!